Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про 10 самых уродливых зданий Москвы. Как вы знаете, на Ютубе, к сожалению, мало хорошего, качественного контента. Большинство популярных каналов, я не говорю про всех, большинство популярных каналов это какие-то развлечения, пранки, вот это вот там под попкорн. Зачем? Не для того мы делали YouTube, чтобы там был такой контент. Поэтому каждый канал с хорошим, интересным контентом, после просмотра которого у вас в голове что-то остается, на вес золота. Я сам стараюсь сделать такой контент, и мне приятно, что вы это цените, и читаю ваши отзывы в комментариях, прямо на сердце тепло становится. А сегодня хочу вам порекомендовать один интересный канал, который ведет Сергей Домогацкий. Сергей путешествует по миру и рассказывает, как строят в разных странах. Он снимает дома, рассказывает про технологии, и обращает внимание на детали, показывает, что такое хорошо, что такое плохо. Невероятно интересно. Я сам раньше об этом канале не знал, сейчас подписался. Еще один крутой, интересный канал про архитектуру на YouTube. Обязательно подписывайтесь. Все мы видим, что понастроили в Москве за последние десятилетия. Ходить без слез иногда сложно. И смотришь, и ужас налево, направо. Как это они могли построить? Я составил свой рейтинг из 10 самых уродливых зданий, по моему мнению, которые находятся в Москве. У вас, скорее всего, будет другая точка зрения. Не стесняйтесь, для этого нужны комменты. Пишите в комментариях здания, которые вам не нравятся. Сразу скажу, что мы будем брать только историю новой Москвы после развала Советского Союза, 90-е, нулевые. Москве вообще не очень повезло со своим столичным статусом, потому что вот из-за близости власти город постоянно переживает набеги варваров. Каждый дорвавшийся до власти вождь пытался оставить в городе свой след. Больше всех, конечно, отличился у нас Сталин, который снес на самом деле, в буквальном смысле снес половину центра Москвы, исторического центра, его сейчас нету. И окончательно уничтожить Москву тогда помешала война, а то бы не было вообще у нас никакой истории в Москве. Лужков постарался, который решил вообще изобрести свой стиль в архитектуре. Видимо, слава Сталина не давала ему покоя, и появилось даже такое понятие, как лужковский стиль. Что такое лужковский стиль? Это стиль варваров, стиль колхозников. Его характеризует презрительное отношение к истории и культуре. На первое место выходят интересы хозяина. Что касается архитектора, то роль архитектора, она задвинута, незначительная. Часто на него вообще никто не обращает внимания. Хозяин барин. Лужковская команда, как стая саранчи, налетела на город и начала его уничтожать, словно матросы, которые в 17 году грабили Зимний дворец и мочились в вазы. Лужковский стиль, он же не столько про архитектуру. Это отражение беспредела 90-х. Демонстрация того, что один невежественный самодур может уничтожить город, если его вовремя не остановить. Лужкова остановили, но было слишком поздно. Здесь интересно, друзья, вспомнить, как сам Юрий Михайлович Лужков, почетный пчеловод, описывал стиль архитектуры, который он изобрел. Это современный стиль архитектуры. И я могу мечтать о том, что этот стиль развития московских традиций. Вообще Москва отличается по своей архитектуре. Это так называемая российская эклектика, что означает неопределенность стилей. Но она хороша и тем, что я называю не неопределенностью, а разнообразием стилей. Большинство в моем рейтинге это будет как раз наследие лужковских времен, этого такого сказочно-лубочного беспредела. Итак, на первое место не могу не поставить Наутилус. В моем личном рейтинге это первый кандидат на снос. Лубянская площадь вообще очень интересный пример как раз уничтожения одного из самых красивых мест Москвы. Как я уже сказал, уничтожать это начал Сталин. Вот посмотрите, как выглядело место, где сейчас стоит Наутилус в начале 30-х годов прошлого века. Уже через несколько лет снесут вот эти ворота, снесут церковь, и на месте вот этой церкви, которую мы видим на фотографиях, сегодня стоит Наутилус. Ну и Лужков не мог пройти мимо, не мог не пометить площадь, и поэтому он отдал своему другу, своему придворному архитектору Алексею Воронцову построить здесь торговый комплекс Наутилус. Здание, собственно, выполнено в лучших традициях лужковского стиля. Это безумное сочетание нелепых элементов, пошлятина, безвкусие, какие-то паруса, морская тематика, цветная плитка,
каша из металлических конструкций. Почему это стоит в центре Москвы, я не понимаю. Смотрите, как мы можем изгадить Москву, кричит Наутилус, кричит громко, и все с ужасом отворачиваются. Юрий Михайлович, уберите за собой. Что с этим Наутилусом теперь делать, непонятно. На втором месте у меня охотный ряд. Охотный ряд, да, это не совсем здание, но это тоже знаковый пример варварства, лужковского варварства в Москве. По поводу охотного ряда есть, кстати, городская легенда. Ельцин так боялся вот этого полумиллионного митинга на Манежке, а вы помните, в 90-е вот эта знаменитая фотография, сделанная с гостиницы «Москва», вся площадь заполнена людьми, говорят, там 500 000, 1 миллион было. В общем, говорят, Ельцин так боялся повторения вот этого митинга, что велел Лужкову чем-то застроить площадь, чтобы больше там не мог собираться народ. Ну и недолго думая, Лужков позвал своих друзей, которые площадь благополучно уничтожили. Чтобы у никого не было сомнений, как сильно ненавидели Москву эти варвары, рядом с торговым центром сделали каскад фонтанов с какими-то сказочными фигурками, зверушками за авторством придворного же скульптора господина Церетели. Мы еще про него сегодня дальше поговорим. Охотный ряд сегодня, торговый центр, это как городская клоака. Палатки с фастфудом, какие-то дешевые пивнушки, различные магазинчики, фудкорт. Конечно, ни один уважающий москвич гулять на Манежку не пойдет. Для москвича появиться здесь просто неприлично. На охотный ряд ходят максимум там в хмельном угаре купаться в фонтанах. Раньше очень любили приходить кавказцы, знакомиться с девушками. Здесь постоянно были какие-то стычки, драки. Они и сегодня там есть. В общем, это такое отвратительное место. Третье место. Памятник Петру Первому. Опять же, памятник Петру Первому. Это не совсем здание. Но вред для города настолько велик, что я не могу не упомянуть его в своем антирейтинге зданий Москвы. Начнем с того, что это просто бездарная хрень. Автор памятника, как вы знаете, придворный скульптор Церетели. Очень плохой скульптор. Все, что он делал, это было очень плохо. Его памятники это словно прыщи на теле моей любимой Москвы. Ты смотришь на эту красавицу, а у нее на щеке гнойный фурункул такой в виде этого Петра Первого. Это как такое случилось? Появление Петра Первого в самом сердце столицы тоже окутано туманом легенд. Поговаривают, что есть такая версия, что Церетели делал памятник Колумбу и хотел впарить его в начале 90-х американцам. Потом американцы не приняли Испании, потом другим странам. Ну, в общем, памятник вообще не взял никто, когда все на этого истукана смотрели. Нет, не надо. Подумали, не пропадать же добру. И прилепили к Колумбу голову Петра Первого. Кстати, известно, что Петр Первый ненавидел Москву. Так что памятник ему в самом центре столицы, смотрится как минимум странно. Какое вообще отношение? Почему в Москве? Почему Петр Первый? Почему? Четвертое место у нас занимает Атриум. Атриум, торговый комплекс Атриум на Курской, если вдруг кто не знает. Лужкову очень не нравились площади, зато очень нравились деньги. Так Москва лишилась самого дорогого, что может быть в городе, это площади. Потому что площадь, ребята, это важнейший элемент городского пространства. Варварам этого не понять. Для варваров площадь это какой-то пустырь, который по недоразумению просто не застроили. Что надо сделать? Надо застроить. Начали застраивать площади мелкие около метро, и начали застраивать крупные площади при вокзале. На площади Курского вокзала, собственно, и появился у нас Атриум. И сегодня Курский вокзал, он просто остался на задворках, на заднем дворе торгового центра. Люди, которые приезжают в Москву, вокзал это ворота в город, это первое впечатление у людей, которые приезжают на вокзал, и им раскрываться город должен через площадь, должен быть воздух, должен быть простор. Москва должна показывать свое величие людям, которые в Москву приезжают, а они видят жопу торгового центра. Номер 5 это коллега Атриума, торговый комплекс Европейский. Как и Атриум, Европейский убил площадь, только на этот раз уже перед Киевским вокзалом. Огромный, нет, даже не огромный, гигантский, циклопичный сарай, он занял целый квартал. Он сожрал Дорогомиловскую улицу, он испортил панораму. Европейский он уродлив. Я даже не вижу смысла обсуждать его архитектуру. Очередной шрам на теле Москвы, который оставили варвары из лужковской команды. Кто авторы проекта? Вы не поверите, но даже здесь приложил свою руку наш с вами старый знакомый Зураб Церетели. Ребят, 6 место. И на 6 месте у нас Центробанк и Балчук Плаза. Это комплекс зданий прямо напротив Кремля.
Это такой прям заповедник уродцев на другом берегу от Кремля. Они выросли в Замоскворечье. Здесь опять интересен тот факт, что Сталин Замоскворечье уничтожить не успел, а Лужков не смог мимо пройти. Но есть же еще немножечко красоты, надо загадить. Поэтому так на месте исторической застройки появились сараи офисных центров прямо напротив Кремля. Ребят, это преступление. Камон, вы чего? Это очень плохо. 7-е место. Театр Эцетра на Чистых прудах. Недавно оно разрослось. Раньше его было не так видно, сегодня это прямо катастрофа. Оно ужасно со всех сторон. Оно совершенно, во-первых, не вписывается в окружение. Оно бездарно спроектировано. Оно просто некрасивое. И как этот уродец вообще мог на свет появиться в историческом районе Москвы? Это, опять же, место вот вокруг Чистых прудов. Это один из немногих уцелевших кусочков старой Москвы. Это насколько надо просто не любить город, чтобы согласовать строительство этого говна. При Лужкове такие липоватые постройки, они совершенно спокойно по всей Москве рождались, так что ничего удивительного здесь нет. Здание для труппы Александра Калягина его построили в 2005 году. И сам Калягин в одном из интервью рассказывал, что хотел соединить в театре все лучшее, что видел в театрах мира. Ну, в результате все выглядит так, как будто цирк Шапито украсили всем, что удалось найти на строительном рынке. Здесь у нас какие-то колонны нелепые, непропорциональные, декоративные, какая-то непонятная шайба сверху, разномастные окна, порталы, типа как в Италии. В общем, вот эта вот каша, мешанина. И именно при Сергее Семеновиче Собянине театр Калягина разросся, увеличился, открылся на площадь. Раньше он был только с одной стороны выходил на переулки, и мало вообще кто его видел. Сейчас этого уродца видят все. Поэтому достроили его, согласовали, доделали уже при Собянине. Мне очень жаль. Мне грустно и больно на все это смотреть. 8-е место — здание под названием Чайка Плаза на Новослободской улице. Этот уродец появился на свет в 2000 году. Не пытайтесь объяснить его архитектуру, потому что это невозможно. Это просто какое-то нелепое сочетание колонн, порталов, каких-то куполов. Впечатление, что взяли из мешка, высыпали на Московскую улицу различные детали здания, и вот они легли в случайном порядке, и так у нас появилась Чайка Плаза. 9-е место. Это комплекс на Павелецкой, рядом с Домом музыки. Это еще один заповедник лужковской архитектуры, знаменитой лужковской архитектуры. Слева непонятные здания из какого-то фильма про будущего, причем фильм такой годов 60-х, как будущее себе представляли. На крыше какие-то странные конструкции, то ли какие-то космическое оружие, то ли площадка для жертвоприношения. Справа архитектурный шарш на Дон Кихота и Санчо Панса, какой-то небоскреб отеля, там Свис-отель находится с чашкой на крыше, а рядом нелепый такой толстенький бочонок Дома музыки. Кстати, если вы не знали, говорят, вот Дом музыки вот так столько строили, а с акустикой накосячили, поэтому нормальные концерты там проводить нельзя. 10-е место я бы отдал, нельзя пройти мимо Москва-Сити, башня Меркурий. Башня Меркурий. В целом Москва-Сити как комплекс мне нравится. Как говорится, в семье не без урода. И в случае с Москва-Сити уродом в семье выступает башня Меркурий. Во-первых, она сама по себе убого примитивна с точки зрения архитектуры. Во-вторых, ее почему-то решили сделать оранжевого цвета. Как? Зачем? Почему? Это было 10 зданий. 10 самых уродливых зданий, на мой взгляд, которые есть в Москве. Ну и давайте еще немножко бонус. Вы будете меня ругать, если я, например, не упомяну Военторг. Новый Военторг. История трагичная, потому что это одна из главных утрат Москвы в нулевые годы. Яркий пример работы лужковской команды, потому что здание Военторга это был памятник. Шедевр модерна с элементами арт-деко. В 1910 году его построили в оригинале. И это был памятник архитектуры. Потрясающее, элегантное здание. Но, как это часто бывает, через 100 лет, в 2003 году, Лужков решил его снести. Москвичи протестовали. Министр культуры даже посылал Путину телеграмму с просьбой остановить Лужкова и его команду. Это такт вандализма. Но ничего не помогло. Вот, чтобы вы понимали уровень людей, кто принимал решение тогда о сносе, можно опять же обратиться к цитатам и дадим слово Лужкову. Военторг шикарно получился. И здесь есть подземный паркинг. На прежнем месте у входа воины с щитами. Послушаем руководителя стройкомплекса Москвы господина Ресина. Это как выбирать жену. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, ноги длинные или короткие, уж такие-сякие. А в целом оно симпатичное. Новодел? Да, новодел.
Нельзя сказать, что это старое. Но в центре города сделали 35 тысяч квадратных метров парковочных и 47 тысяч мест под землей. Радоваться надо. Ну, то есть, вы понимаете, да, у людей, кроме квадратных метров, в голове нету ничего. Ничего. Квадратные метры парковки, офисы. А то, что оно теперь другое, ну, напоминает же хоть как-то по пропорциям, да, чего переживать. Первый вице-президент общественной организации Ассоциация строителей России, ну и по совместительству советник Ресина Казинец. А что военторг? Кто решил, что это интересное здание? Должны быть четкие классификаторы объектов, которые действительно являются памятниками, такие как список ЮНЕСКО. Почему город должен умирать, как Венеция? Вот хорошо, что московские строители, ребят, не добрались до Венеции. В центре 70% зданий не представляют никакого интереса. Зачем эти халупы поддерживать? На какие средства? Я за то, чтобы в городе все старое вычистить. Какой это запредельный пи***ц. Я не зря уже заканчиваю наш ролик цитатами людей, которые занимались сносом и уничтожением Москвы в нулевых, в 90-х. Эти же люди, не переживайте, да, это не то, что я пытаюсь сейчас, вот Лужков был плохой, а Собянин хороший. Эти же люди и сейчас продолжают заниматься тем же самым. Понимаете, что у них в голове? То есть человек на полном серьезе говорит, что 70% исторических зданий Москвы надо вычистить, эти халупы, их снести. Не дай бог у нас будет как в Венеции, как в Риме, как в Лондоне, как в Амстердаме. Какое же счастье, что эти варвары, вот они живут где-то на окраине мира, вот в своих этих там резервациях, и они хоть не вылезают куда-нибудь там в Европу или еще куда-то. Хотелось бы закончить, но нельзя не вспомнить еще и библиотеку МГУ. Это уже 2005 год. Ее построили к 250-летию главного университета России. Чтобы хоть как-то вот это монументальное говно соответствовало духу времени, его облицевали дешевеньким керамогранитом, сделали золотые окна, и получился такой вот нелепый сундук на ножках. Ну и последний бонус на десерт, так сказать, вишенка на пироге наших уродцев. Завершать я хочу мебельным центром Грант. Я думаю, москвичи сейчас... Да, ребят, мебельный центр Грант. Стоит он на Ленинградке просто без комментариев. Без комментариев. Это был список из самых уродливых, на мой взгляд, зданий Москвы. У вас наверняка есть свое мнение. Пишите в комментариях, что вам не нравится. Спорьте. Ставьте лайк, если согласны со мной, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео. И, слушайте, у меня к вам просьба. Очень мало подписчиков, никуда не годится. Ребят, нам нужен 1 миллион, поэтому не ленитесь, шарьте ссылочки, шарьте ролики в соцсетях, чтобы как можно больше людей видело клевый контент. Я буду делать все от себя зависящее, чтобы вас не разочаровывать. Всем пока!